Османская империя осталась в истории как величайшая империя, покорившая многие народы. Некоторые султаны из правящей династии османов значительно расширили границы своего государства за счет завоеваний и внешней политики. Особое любопытство, конечно, вызывали гаремы великих султанов. Мусульмане уделяли особое внимание охране своих женщин. Посторонним мужчинам было запрещено видеть женщин из гарема. Женщины, попавшие в гарем султана, были отрезаны от всего внешнего мира. Им запрещалось покидать дворец Топкапы. Связующим звеном между наложницами и внешним миром были евнухи. Евнух – это мужчина, оскопленный в раннем детстве. Такие невольники пользовались огромным спросом, хотя стоимость их была высока. Лишь несколько мальчиков из 10 выживали после проведения этой жестокой операции. Особое предпочтение отдавалось мальчикам африканского происхождения. По статистике, именно они чаще всего выживали после операции. Однако не только мужчины, ставшие евнухами, страдали от жестокого обращения. Женщинам жилось ничуть не лучше. Все знакомы со стандартным обликом гарема. В фильмах и романах гарем султана представлен как место, где наложницы жили, веселились и постоянно развлекались. Однако правда далеко не так привлекательна. Смертность среди женщин в гареме была крайне высока. Как же могло получиться так, что женщины, чья главная роль заключалась в ублажении султана, в гареме умирали десятками? В самом начале гарем создавался для того, чтобы мужчина мог позаботиться обо всех своих женщинах. Возможно, раньше так оно и было, но со временем ситуация изменилась и не в лучшую сторону. До начала правления Сулеймана Великолепного участь женщин в гареме была очень трагична. Покои, где размещался весь гарем, не отличались никакими удобствами. Невольниц у султанов всегда было очень много. Женщины жили скученно, места всем не хватало. В зимние месяцы дворец Топкапы очень плохо отапливался, во всех покоях было очень холодно, наложницы постоянно мерзли. Те, у кого был слабый иммунитет, легко могли заболеть и заразить остальных. А так как такая роскошь, как отдельные покои для каждой, были им недоступны, то различные инфекции быстро распространялись и становились причиной гибели многих девушек. Самой распространенной инфекцией, от которой умирали молодые женщины, был туберкулез. Спровоцировать это заболевание могло недостаточное питание и общая антисанитария в гареме. Там было холодно, пыльно, и поэтому многие женщины становились переносчиками этой болезни. У тех, кто физически был выносливей, туберкулез мог не проявляться годами, но все равно такие женщины могли заразить всех остальных в гареме. Невозможность выйти на прогулку и сырость внутри помещений создавали идеальные условия для распространения палочки Коха. Зачастую в гарем попадали девушки, чьи родители не могли обеспечить им достойную жизнь. Продавая свою дочь в гарем султана, они рассчитывали, что девушка сможет привлечь внимание султана и тем самым возвыситься, а затем сможет помочь своей семье. Только вот никто не учитывал, что, живя впроголодь в каком-нибудь бедном домишке, девушка уже могла заболеть туберкулезом и принести его в гарем. Считалось крайним везением, если женщина проживала в гареме несколько лет. Чаще всего многие из них умирали в первый же год жизни в гареме. Невыносимые условия, холод, сырость, плохое питание – все это никак не способствовало счастливой жизни. Здесь просто было необходимо выжить. Никаких шикарных одеяний невольницам не полагалось. Многие одевались в одежду, которую лишь условно можно было назвать такой. Наложницы получали жалование за то, что находились в гареме. Плата была весьма скромной и не позволяла тратить ее на одежду. В приоритете было совсем другое. На получаемое жалование девушки пытались хоть как-то обустроить свою жизнь. Спать им полагалось на тонком матрасе, укрывались легкими покрывалами, поэтому невольницы старались приобрести только самое необходимое. Питались они еще хуже. Еды было мало, крайне невкусной, но ее все равно не хватало на всех. Женщины жили впроголодь. Многие из них пытались убежать от бедности, соглашаясь быть отданными в гарем, но взамен получали то же самое нищенское существование. Также не следует забывать и моральном состоянии женщин. Многие из них за все время своей жизни могли и не увидеть султана. Их образованием никто не занимался. От безделья и тяжелых условий существования женщины постоянно ссорились, скандалили, плели интриги и заговоры. Каждая соперничала со всеми за внимание султана, за лучшую еду или украшения. В общем, раем такую жизнь никак нельзя назвать. Теперь о том, как же выглядел гарем султанов в то время. Сами покои, где находились женщины, имели несколько этажей. На одном этаже находились спальные места женщин, на другом они могли совершать намаз и молиться. Отдельно было отгорожено место для приема пищи. Хотя помещение было довольно просторно,
Оно явно не было рассчитано на то количество невольниц, что проживало там постоянно. Конечно, существует и другое мнение, что гаремы султанов во все времена представляли собой мечту любой женщины, и жизнь в нем была похожа сказку. Во всех фильмах и сериалах показана гаремная жизнь во всей ее красе. Все наложницы довольны, красиво одеты и ни в чем не нуждаются. Однако эти перемены произошли только когда к власти пришел султан Сулейман Великолепный. Именно этот султан поспособствовал тому, что женщинам в его гареме с тех пор не было нужды выживать. Каждой наложнице выплачивалось жалование, о них заботились. Сама Валиде Султан занималась обучением всех новых девушек, попавших в гарем. Их обучали турецкому языку, обычаям, правильным манерам. Особое внимание уделялось здоровью вновь прибывших девушек. Конечно, не каждую болезнь можно распознать с первого взгляда. Но, по крайней мере, девушек осматривал дворцовый врач с целью убедиться, что новая наложница здорова. Делалось это в первую очередь ради здоровья самого султана. Но и женщины гарема получали от этого пользу. Хотя болезни и эпидемии периодически уносили много жизней, все-таки их количество стало несоразмеримо меньше, чем когда женщины просто старались выжить.